мои, всем доброе утро. У меня здесь с утра погром, у меня садово-огородные работы. В общем, у меня здесь, понимаете, кого полить, кого прополоть, кому обрезать цветонос. Вот здесь, например, у специозы обрезать не надо цветонос, но как-то вот я вижу, она сразу все цветочки одновременно открывала практически за пару дней. Так она их вот так вот и отсушила. Я уже испугалась, думаю, может что-то с корнями, но нет. Корни нормалек, не пересушено. Такой у нее специфический цвет, желтоватый листьев всегда был по приезду. И здесь еще один цветонос. В общем, надеюсь, что через пару лет, дай бог, все будет нормально, будет несколько цветоносов. У специоз, у тетрасписов не убирают цветоносы, пока они сами их не засушат. То есть они постоянно их продолжают. Я вот хотела дернуть, но не снимается. Вижу, уже мой красавчик потускнел. Ну вот, кстати, да, Санта-Клаус не такой яркий, как в начале. Он как-то вот очень быстро... О, кстати, вот цветочек упал. Очень быстро теряет свою яркость. Вот последние цветочки, вот они вот держат какое-то время свой яркий окрас. Ну, вот эти первые, они как-то вот тускнеют и долго еще вот в таком тусклом виде находятся на цветоносе. Вот этот момент мне не очень понравился в цветении этого прекрасного, симпатичного джентльмена. Так, девочки, что здесь? Вот в отличие от вот этого джентльмена, который у меня привязан, потому что летал вниз, писали мне девчата, как там, мучаемся с этим хоткисом, девочки, да, я вам рассказывала, что я тоже первый блинкомом был, сейчас более или менее, вот второй, но это его первое цветение, то, что он любит цвести бесконечно, видите, вот он не выгорает, вот даже вижу, что там первый цветочек уже такой, видите, вот уже все начинает отмирать, но он яркий, вот посмотрите, видите, вот в отличие от Санта-Клауса, он яркость свою не теряет. Ох, я тебя обожаю. Вчера поливала здесь тоже бульбовые свои. В общем, ребята мои справились, все нормально, без потерь. Ой, посмотрите, какой бутончик на прощание. В этом цветении мне еще растит Волукейшн. Такой прям класс. Он так и держит свои 4 классных цветочка. Девочки, пообрабатывала его. Вот это же 2 листика только осталось. Ой, кто здесь? Кого я тут схватила? Вот здесь только собираются цвести некоторые экземпляры. Но тут просто детка. Это фаленопсис такой, похож на крокус. Он детку растил, и цветение не успел. То есть он как бы начал, но я обломила, и он потом долго сидел, занимался детем, и вот он что-то вот тут такое вот растит, видите, с большим количеством почек. Не знаю, может потому что здесь от окна света мало, и вот только на краешке начинает изображать. Так, последний бутон сегодня открыл калейдоскоп пилорик. Посмотрите, какой красивый. Я ж вот так вот в стаканы поместила. Ну, красивый, весь забрызганный. Я перед отъездом тут их санмайтом проходилась. Забрызганный. Так, а здесь что? Один цветочек остался. Красота. Так, девочки, всех полила. Так, моя кружевная Виктория с 2 цветочками. Но знаете, я смотрю, вот у нее вот этот центральный лист неплохой такой, а те вообще. Надо, наверное, срезать эту красоту. Так жалко. Но всегда нам жалко расставаться с цветочками. Ну, видите, она показала, что она умеет так цвести. Надо, наверное, все же ее обрезать, чтобы она начала уже корешки растить. Вот это, кстати, не зацвела. И правильно сделала. Самара, это Виолацея альба на белину. Ух, что-то сложное. Это мне в подарок прислала Оля. Из-за того, что вот тут вот был доходяга пилоричная,
Пилоричная доходяга под названием Joy Angel Voice. Вот он у меня, это Joy Angel Voice. Растит листик в таком стакане. Видите, я просто обернула мхом. Тот мох, который был у него, он, видите, я еще добавила своего и оставила в стаканчике. Так что вот так. Может, этим тоже соображу, такие гнездышки повытаскиваю после цветения. Вот этот воробей мне тоже очень нравится. Красавчик. Они тут прям с хатуюки в тон. Кстати, девочки, моя хатуюки первая, которая у меня, она, короче, тоже цветонос растит, представляете? То бишь, очень даже может быть, что они где-то пересекутся в цветении, учитывая, что здесь еще наращиваются бутоны на этой розовой, а на той обычной форме, на беленькой, уже цветонос где-то вот такой высоты. Я прям удивилась, такие у нее темпы быстрые. Так, это моя не бабочка, но симпатюля. Я переживала сначала, а потом думаю, да, Франгмей Свит. Фангмей Свит. Ну, нет, так нет. Стандартик получился вот такой. Ничего страшного. Так, доцветает уже моя бургундия. Она красивая, очень такая звериная. Оскал у нее. Оскал. Не оскал, окрас. Ну, она прикольная. Она такая вся какая-то рюшистая, такая интересная. Я все их сравниваю вот... Вдвоем ставлю, вот так сравниваю, да, но есть схожесть, ну и не так уж и схожи, да. Вот мне кажется, что это более кружевная такая, да. Хотя это вроде как Виктория Лейс, кружева Виктории, да, я так понимаю. Но здесь больше кружева, посмотрите. Но она менее яркая, ну так как она раньше расцвела. И в принципе... У нее куст побольше, она покрупнее. Это малявка. Это, по-моему, 1,7, а это 2,5. Да, поэтому цветок, наверное, меньше. Ну, вот такие вот они, красивые, пилоричные. Девочки, на выставке были пилорики, но я не знаю, их, как по мне, их немного было. Их немного. Я там увидела пирата Пикота, бабочку среди кустов нашла. Не знаю, кто был, видел пирата Пикота. Он не в продаже, а там на выставке. Так, моя, короче, красота. Детка там у меня растет, а эта старушка вот скидывает свои, вот желтит листики. Моя розовая красавица. Девочки, что-то упало, не могу понять, что. Кто-то где-то, кто-то отцепился. Так, сейчас буду выяснять, откуда у меня упал этот ремешок. Что-то где-то держалось, что-то упало. Так я не поняла, откуда. Ну, в общем, короче говоря, Pink Galaxy цветет постоянно. И так девчата мне там писали, что мои детки тоже позацветали уже. У меня же одна детка осталась от нее. Она какая-то, я самую такую, знаете, оставила. Самую такую, не очень, самую чахлую. И она там у меня растит корешки. А мамка вот здесь вот продолжает свою эпопею. Но наверх растит нормально, а там желтит листики. Но я думаю, что с ней все будет хорошо. Тут она еще бутон решила мне доращивать. Ну, такая цветуня. В общем, вот так. Шлериану хорошо полила. Приехала, смотрю, ребята давали попить, ну так, скромно давали. Ну, я немножечко поправила ситуацию, прям утопила ее хорошенько и хорошо напоила. Я вам скажу, шили любят водичку. Любят они, чтобы влажненько было. Ну, чтобы так, и просыхали, и влажненько. Но в мхе нормально. Вот у меня вот, она же уже такая не маленькая, и она, вот этот комок мха 2,5 там, он как-то быстро просыхает у нее, потому что у нее площадь испарения не маленькая. Так, наш Патричек, еще пока ничего не растит, листиков. Тут у него стоит отметка, но особо он не спешит. Ну вот, такой вот у него Патрик, это ты, наверное, отлетел, да? Я, наверное, тебя где-то
сюда, наверное, да, это я Патрика сюда пристегивала. По-моему, сюда, и он отлетел. Ну, думаю, что да. Сейчас я приделаю, потому что я боялась, когда уезжала, что он улетит сюда, знаете, как думаю. Перевесит, улетит, поломается. Так, я смотрю, корень новый. Занурився туда. Хорошо, хорошо. Обычно, если что-то не нравится, они вот так растут. Вдоль, параллельно субстрату. Но вижу, что вот здесь еще корешок вроде как новый, что-то там выходит. Надеюсь, что вот весна и пойдет дело. Так, а здесь я подоставала хои. Тут вот две хоечки девочка у меня бронировала. Эллиптику и вот эту вот Николсона. Они уже тут корнями пообрастали. Написала, пока тишина, но должны мне ответить. Так, что вам еще интересного показать? Ну, красавец Юкидан, конечно, для первого цветения это просто... Сейчас я вам покажу. Ой, вау-эффект. Так, листики, листики, листики. Вот он такой, девчонки, сейчас. Вот он такой. Красавец. Ой, я же хочу подальше сделать, не получается. Ну, в общем, вот такой вот, видите, красивый, большой. Красивый и большой. Так, и вот это ж Сережа, я ему с Дрездена написала, говорю, там посылка от Оли пришла с орхидеями. Там две орхидейки было. И вот одна из них пришла с цветоносом. Это после Юкидана, конечно. Слушайте, сога, это стюартиана сога. Вот у нее нижняя сепалия такая с зеленцой. Но сейчас она уже не такая зеленая, то была вообще зеленая. Но она мелкашка такая. И вот 3 бутона она отсушила. Она прям с бутончиками приехала. Ну, конечно же, дорога, темнота. Она, естественно, стрессанула. А 2 бутончика она нам оставила. И вот такая вот милота. Слушайте, ну вообще. Я не знаю, она, возможно, будет покрупнее. Вот она здесь стоит. Я ее пока сюда примостила. Поставила в стакан и вот так вот ее оставила. У нее листик такой пятнистый. В общем, она у меня пока здесь. Такая смешная девочка, козявка. Интересная. Ну, а здесь у меня продолжение следует. Вернее, белая моя снежинка уже заканчивает свое цветение. Сейчас я вам ее так от окна покажу. Она уже заканчивает цветение, она уже скидывает. Я с удовольствием это решение ее принимаю, потому что она уже давным-давно цветет. Я пообрезаю, когда она цветет, ей цветоносы, освобожу ее. Не знаю, что делать вот с этим, конечно, 1,5-метровым цветоносом. Тут куча почек. Я не знаю. Наверное, я его тоже обрежу, потому что, ну вы же видели. Сейчас я вам, девочки, его достану. Ну, вы видели этот цветонос. Вот уже подпадали на нем цветочки. Но он вот такой длиннющий. Видите? Вот и что, оставлять эту удочку? Что мы будем с ней делать? Мы ее не будем оставлять, правильно? Ну куда? Куда? Я ее просто вот так закидывала. Она когда пышно цвела, я ее закидывала. И вот сейчас она держалась. Так, держись давай. Цветочками держится. Нормально, я ее хорошо полила. Тургор хороший. Разошелся мой Magic Art. Посмотрите, какие наращивает на краешках еще цветоносы. Прям вообще. Тут буквально он вот тут только один цветочек скинул. И вот это он тут разошелся. Эх, люблю я его. Точно так же неугомон. Красавчик Пениф. Вот сейчас прям свеженькие цветочки прям на краешке. И там еще бутоны и бутоны. Девочки, все как вы писали, что Пениф, он неугомон. И вижу, здесь почка у него такая подозрительно активная. Не знаю, прям интересно. Вот эти уже держат несколько месяцев, да? Когда он расцвел? В январе, наверное, да? Я уже не помню. Или в декабре даже. Вот они до сих пор такие яркие. А вот эти уже, может, пару недель, может, неделька. Вообще такой яркий-яркий. Так, все так же жду. Хорошеют на глазах у
тетрасписа C2 у меня. 2 бутона. Прям интересно, что будет. Ну, а пениф одновременно и корневой рост у него начался. Видите? Прорвал шею, такой деловой. Но это вообще козявка. В общем, знаете, хожу везде, все вижу новое, все новое. Так, здесь я жду, пока лист, это мамкин лист, это детка здесь растет. Golden Beauty, вот детка зацвела. Она же у меня, помните, на 60 с лишним цветочков цвела, такая была шапка. Потом трипсы взяли, зараза, съели серединку. И 2 детки было. Одна, потом вторая. Первую я ей рано сняла, она у меня пропала. Вот эта вторая, я ее не трогаю. Она там что-то корни растит, что-то тут непонятно. Вот этот лист уберу, там можно, наверное, его уже убирать. В принципе, он уже только портит всю картину, да. Хотя он еще сочный. Но я думаю, что питания ей хватает и так. Пожилки вот так вот. Ну да, уберу вот. Что она там будет торчать, правильно, девочки? Вот один край. Нечего мешать тут нам. Тут прям, видите, как середина, я вам покажу сейчас, видите, вот сухая середина, вот эта мамка погибла. И вот 2 орхидеи, одну сняла где-то здесь, по-моему, а вторая вот как-то вообще прям там из-под низа выходит, где-то меристема проснулась. Там у нее такая кубло корней такое, там мох, в общем, там такой интересный у нее. Вот это еще мамкины 2 листа. Они тоже скоро отомрут, я думаю. В общем, останется детка сама на своем обеспечении. Посмотрим, посмотрим. Ну вот вижу здесь корни. Непонятно. Вот. Ну видно ее или я не знаю. Ну эти закупоренные. Еще даже боюсь разбирать. Растет, пусть растет. Пусть растет. Ну вот сейчас пока 5 бутончиков в этом году. Посмотрим, как дальше будет. Так, это выброшу. Порадовали меня мои катасетумы. Я ребятам своим писала, говорю, ребята, надо полить. И они вот в эту мисочку наливали, я вам рассказывала. Я вам показывала, наверное, уже их. Я прям хожу вокруг них. Для меня это новое. Видите, вон корни. Для меня это новое, и для меня это интересно. Это клавезия, по-моему, а вот это именно катасетум. Да, Orchid Glade. Такое прямо чудо-юдо. А тут корни снизу есть? Ну, пока не вижу. Как-то у него с корнями не так все. Ну, как они как-то по поверхности. Но я думаю, они скоро появятся. В общем, залили, ребята, прилично. Я уже дома. И все еще не надо поливать, потому что они мокрые. Так, хоечки. Вот этот распис у меня, вот я вам говорю, вот не срезается. И вот он постоянно доращивает 1-2 бутончика. Не всем нравится такое цветение, видите? Здесь 2 цветочка, там 1 цветочек. Но он такой прикольный. Мне нравится, как он пахнет, мне нравится его цвет. Классненький такой. Ну, смотрите, какой красавчик, да? Такой прямо губка пушистая у него. Классненький. Ну и что он вот так цветет? Ну и что? Зато классно. Этим цветоносом уже года 3, наверное. Конечно, хотелось, чтобы он их разветвил. И чтобы это было красивше. У меня там наверху еще один есть, который еще не цвел. Он должен быть красным. Ну, как он стоял здесь? Вот так вот. В общем, ну так. И, кстати, давайте посмотрим. Помните, мы с вами пересаживали и разделяли нашу красавицу Джулию. Девочки, давайте мы ее посмотрим. Так, я тут все раскидала. Сори. Упали. Тоже 1,7 посадила вот так, мхом обложила, видите. И они с удовольствием, ну своим мхом уже, ну своим карпатским. Видите, с удовольствием этот мох они корешками, вон, смотрите как. Тын-тын-тын. 1,7 вот так вот, те же стаканчики, не разбирая, обложила. И они очень быстренько. Так, а здесь что-то я пропустила, этот суховатый. Надо полить. Надо полить этот, что-то он сухой. Я, наверное, пропустила. Девочки, возьму поливалку. Вот все сразу, понимаете? И Джулию сейчас посмотрим. И этого красавца польем.
А кого мы поливаем? Blue and Green на Norman's Blue Jennifer. О, Господи. Я не знаю. Я не знаю, кто это. У меня здесь HB101. Так, в общем, что здесь с низом Джулии? Давайте посмотрим. Мы же с вами ждем весенний приплод. Пока нет у нас никакого приплода. Низ уже очень пожилой. Очень. То есть вот это вот самое начало, с которым покупала. Даже покупала, наверное, вот так она была, небольшая. Корешки у нее тут есть, все нормально. Я замотала вверх корневой. Вот даже есть новый рост корней. Ну, думаю, она скоро выстрелит. Низ, думаю, скоро выстрелит какой-то нам сюрприз. Идемте возьмем, девчонки, проверим, что у нас тут с нашим верхом. Ой, Господи, тяжелый. Мы же с вами посадили в вазу. Она до сих пор цветет. Гляньте. До сих пор цветет. Только, по-моему, вот здесь один она сбросила цветочек. И вот это тоже вянет. Ну, уже давненько мы пересаживали. Ну, месяц точно прошел, если не больше. Так, вот, я приехала, полила, потому что ребята что-то не поливали, забыли. Не обратили внимания на нее, но она не шибко-то и пересохла. Я налила где-то сантиметр водички, вот у нее куча корней растущих. Нормально. Вот, веломен. В общем, она все подтянула, все попила. Корни растут. Корневой рост есть. Вот эти корни, которые у нас были, помните, на поверхности. Мы их туда поместили. Все, она в Тургаре. Она в этом, в Санмайте. Потому что я всю эту локацию перед отъездом брызгала санмайтом. Где-то до начала мая не надо смывать. Вот корень идет, видите? Сейчас, девочки, подождите, у меня тут телефон что-то говорит, что хватит. Так, видите, вот корень идет вниз. В общем, она в активном росте по корням. Я смотрю, что все нормально. Я довольна. У нее там есть чем продышаться. Видите, немножко волокна там чуть-чуть, крупные куски коры. Она молодец. Листик в росте. Все хорошо. Не помню, наверное, он был, я уже не помню. Или это новый листик. А там где-то у нее же дитё еще было. На этой деленке было дитё. Я вижу листик. Не знаю. Наверное, это листик детворы. Вот это вот. В общем, все в порядке. С Джулией все хорошо. Я довольна, что с ней все хорошо. Дай бог, чтобы с нами со всеми было хорошо. Вот видите, здесь будем ждать детеныша у Джулии. Здесь мы, ну, просто будем расти. И вот она, конечно же, они все так, у всех, девочки, вижу, у вас ложатся. Надо, наверное, мне сюда воткнуть палочку и вот так ее. Ага, она и там еще в том горшке так выросла. В общем, нужна подпорочка. Вижу, что девочки ставят Джулиям палочки и пристегивают вот этими, да чем угодно, к палочке прикрепляют. Но тут уже ствол сформировался такой, знаете, уже сильно не потянешь. Ну, в вазе, я думаю, ей понравится. И корням после воздушного содержания, более сухого, зашла эта посадка. Потому что много атмосферы. Вроде и влага есть, и атмосфера. Вот смотрите, позавчера я ее полила. Сегодня они мокрые, но воды уже на дне нет. И пока вот они не станут серебряные, потом еще пару дней, ну, по коре будет видно, что если кора будет уже когда сухая, мох сухой, тогда только налью опять. Причем я не лью вот так по всему кругу. Я вот сюда с одной стороны наливаю, где-то вот, я говорю, на 2 пальчика водички. И она выпивает. Слушайте, ну, с одной стороны, пока вот нет в вазе никакой плесени, дай бог, чтобы она не развелась, очень прикольно, красиво наблюдать за корнями, за всей этой микробиомой. Вообще так классно, мне очень понравилось.
Ну, единственное ж минус, то, что вазы, во-первых, тяжелые. На полку, если таких много ваз поставить, полка может рухнуть. Во-вторых, скользко, надо аккуратно, чтобы не выронить из рук. Ну, то, что тяжелые, да. Хотя это не толстое стекло, но тяжеловато. Я ж купила там за 160 гривен в Авроре. Ну, все. Джулия при параде. И тоже вот эти цветоносы у Джулии не срезаются, они потом с каждым годом их становится больше, и они все больше и больше наращивают цветочков. То есть облако из цветов красиво смотрится, когда этих цветоносов до 10, и там вот на каждом 3-4 цветочка, и получается это очень красиво. Так что, девочки, все, отправляю свою Джулию на место. Будет она красоваться на своем месте, там, где ей достаточно будет света, тепло. Главное, ну, я не забываю, стараюсь не забывать ее поливать. Вот так прохожу мимо, смотрю, ага, все нормально. Корешки мокренькие там или еще мох мокрый, все хорошо. В общем, все, друзья мои. Вот так обстоят наши дела. Сейчас я, знаете, чем занимаюсь? Я своим хуем некоторым взрослым и там Стефанотису пойду еще подсыплю, осмокот подсыпаю. Надо было это еще сделать в конце февраля. Но я этого не сделала. Сейчас хожу, по чуть-чуть подсыпаю. Потом, когда при поливе, это вот, знаете, это вот все, можно будет потом просто водой поливать. Это долгоиграющие гранулы, вы знаете, пролонгированное действие удобрения. И в вазоны вот такие вот, в кротон хорошо насыпать. Вот сейчас я в кротон пару ложечек насыплю. Ты себе насыпаешь вот так вот по поверхности грунта. Можно потом даже, сейчас, девочки, вот так вот можно с грунтом его вот так вот перемешать. Это как бы комплексное удобрение. Этому вообще надо даже больше. И будет себе растение чувствовать себя хорошо. Но я вижу, что он у меня упал. Мне надо его закрепить. Пойду сегодня куплю палку высокую и закреплю. Он у меня периодически теряет листья, отмирают. Но это нормальное у него явление. Отмирает часть листьев и новые растут шапки. В общем, все, друзья мои, вот вам еще такая красивая разноцветная хуя, красивый кротон, который вот-вот упадет. Не знаю, ребята мои развернули его туда, сейчас я буду это исправлять. Ну и здесь мой пиратик, красавчик. И, кстати, сейн, я вам показывала, вот это, подвязала я его сюда, видите, вот так закрепила, потому что вот тоже продлил вот так цветонос, и он уже был в окне. Ну и отцветает уже красавица моя желтая. Она, наверное, как-то называется так, то Golden Beauty, а это, помнила я название, но забыла. Так она тоже вот дала новый цветонос, вон там я его подвязала, видите? Ответвление дала. Я говорю, боже мой, вы никак не угомонитесь, хотите цвести. Ну, молодцы, все в порядке с моим котом. Растит новый листик и кучу корней. Видите, он жирных. Молодец. Вот ему надо возмужать, и тогда он будет нас радовать мощным цветением. Все, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что были с нами. Иду сейчас разгребать верхнюю полку. Кого полить, кого удобрить. Всем обнимаю. Всех обнимаю. Всем обнимашки. Пока-пока. Хорошего дня.